Всем привет! Так, ну вроде все хорошо, сейчас я лишнее тут повыключаю на всякий случай, позакрываю. Так, вроде все хорошо. Отлично. Всем привет, добрый вечер. Сегодня мы с вами будем проводить прямой эфир в Инстаграме. Решили, да, уже все окончательно. Я сейчас записываю этот прямой эфир на хорошее качество, хорошее изображение, и потом выложу все на YouTube канал тоже в хорошем качестве. Добрый вечер, оплатила интенсив. Хорошо, я вам отвечу после прямого эфира. Еще не заходила в директ, по-моему, не смотрела конкретно по оплате, только там отметила некоторые отметки в сторис, и все. Вы сегодня просто светитесь, спасибо, девочки. На самом деле оказалось, что я поначалу, знаете, первые 2 дня интенсива вообще какие-то были слишком легкие, и я так быстро проверяла домашние задания, что мне казалось, что что-то не то, как-то все как-то не так. Вот, но с сегодняшнего дня я смотрю, количество сообщений увеличивается, а я проверяю, и думаю, ну вот это как раз то, чего я ждала, как раз-таки очень много сообщений, много домашек, и я счастлива, и у меня всегда есть работа. Привет! Сейчас мы чуть-чуть подождем, пока все присоединятся. Спасибо большое за дополнительное видео, очень помогло. Вчера, да, которое я сняла? Хорошо. Красавица, серьги очень симпатичные, спасибо. Сейчас я пытаюсь посмотреть. Сережки супер, спасибо. Пытаюсь посмотреть, ничего ли я не пропустила. Вторую домашку сдала. Хорошо, девочки, обязательно все прочитаю. Ну что, отлично, за 2 минуты вы все присоединились, супер, начнем. Сегодня у нас 3-й день интенсива, мы с вами сегодня начнем вязать наши полочки, спинку, советую все-таки, наверное, начать со спинки, потому что там долго, много по прямой, и у вас будет достаточно много работы. В полочках, возможно, у вас будут карманы, и вы, возможно, карман этот ждете, но про карманы мы поговорим завтра. Я вам завтра покажу, как вязать внутренний карман. Сегодня такой будет эфир, ну, я бы не сказала, что я что-то новое и интересное сегодня расскажу, странно звучит, вот, но я вам покажу итальянский наборный ряд. Также я вам покажу сегодня очень много вопросов по поводу того, что я не хочу, чтобы резинка снизу была стянута, поэтому я набираю на резинку больше петель, а потом петли убавляю. Вот я не советую вам так делать категорически, потому что со временем в процессе носки все равно ваша резинка растянется, и за счет того, что вы после резинки петли убавили, она у вас просто будет волнистым таким слоем, и снизу будет у вас мини-юбочка в свитере, поэтому нет, на резинку мы набираем такое же количество петель, либо меньше, чем на основной узор. Меньше мы набираем в том случае, если у вас какие-то сложные косы, переплетения, какой-то сложный узор, требующий, большой плотности, тогда, значит, на резинку меньше, после резинки добавляем. Если это какие-то простые резинки, или там полупатентная английская, если это там какой-то рис, жемчужная вязка, рельефный узор, лицевая изнаночная гладь, тогда мы набираем на резинку такое же количество петель, как и на основной узор. Вот сегодня я вам покажу 2 варианта, как набрать итальянским набором, чтобы резинка была хорошо держала форму и была такой стянутой, и второй вариант, как сделать так, чтобы резинка наоборот не стягивалась, а была такой же ширины, как и основной ваш узор. Также сегодня я расскажу, как пользоваться своими клеточками, чтобы новенькие понимали, как это. Также я расскажу еще один важный момент. Кто уже начал, то вот не знаю, скорее всего, может быть, у вас не получится сделать так, как я расскажу сегодня, но те, кто еще не начал, у вас будет хорошая возможность некоторую хитрость узнать, которая, например, мне очень жизнь облегчает. И также я еще хочу вам рассказать 5 таких вот, я бы сказала, странных, наверное, может быть, не все странные, но есть некоторые странные, есть некоторые опасные, наверное, ошибки, которые я замечала не у одного участника, а у нескольких. Разберем 5 моментов, на которые важно обратить внимание.
Так, сейчас почитаю, что вы пишете, и буду переворачивать камеру. Сначала я расскажу конкретно все про набор, про резинки. Наверное, в конце прямого эфира, мне бы хотелось, чтобы вы это услышали, в конце прямого эфира расскажу про этих 5 самых частых повторяющихся ошибок, странных ошибок. И еще сегодня, девочки, я хочу вам рассказать, вот сейчас это сделаю, как я считаю, хватит ли мне количество пряжи на изделие. Насыщенный эфир, но в целом ничего супер грандиозного, супер нового нет. Сейчас почитаю, что вы пишете, и начнем. Быстренько начнем, чтобы не задерживаться. Как ты сегодня сходила к стоматологу? Все отлично, мне переклеили передние брекеты. Ну, вы вряд ли видите какую-то разницу. Вот, переклеили, теперь будем смотреть, что будет происходить дальше. Где ты снимаешь? Это видео я снимаю в своей комнатке дома. Обожаю этот ваш свитерок, спасибо. Расскажите о клеточке, сегодня расскажу. Вяжу джемпер, можно в круговую, не люблю сшивать? Можно, да, но вам тогда нужно будет остановиться четко перед проймой, чтобы пройму вязать поворотными рядами. А где остановиться, вы узнаете только после расчетов рукавов. То есть вам нужно будет потом дождаться расчета рукава. Я полочки довязала до кармана, теперь вяжу спинку. Вот это верно. Номер спиц на резинку меньше. Смотрите, если вы хотите, чтобы резинка у вас хорошо держала форму, была немножко стянутая снизу и немножко сужала снизу ваше полотно, тогда да, вы берете номер спиц на резинку на диаметр, на пол диаметра меньше, чем для основного узора. Если вы не хотите, чтобы резинка у вас была плотная и стянутая, она у вас просто служит такой вот краем, да, вашего изделия, тогда вяжите тем же номером, что и основное полотно. Так, Саша, покажите, как вяжете кромочные на лицевой и изнаночной стороне, и как снимаете петли, а то узелки на краях. Ну вот сегодня, наверное, давайте это покажу, потому что я с одной стороны провязываю одним способом, с другой стороны другим. Мне так ровнее получается. Можно к вам еще присоединиться. Да, всю первую неделю можно присоединяться, сегодня только 3-й день, поэтому можно написать мне в директ, я вышлю реквизиты для оплаты. Скажите, можно вязать бабушкиным способом? Да, без разницы, я тут никак не могу вас, опять-таки, ограничивать в чем-то, как нравится, так и вяжите. Можно вырез сзади не делать? Можно, но посадка будет лучше с вырезом, и я все-таки советую вам сразу вязать максимально правильно, максимально удобно, чтобы в следующий раз вы уже это с закрытыми глазами сделали. Ну, давайте начнем. Сейчас переверну камеру, расскажу, как я считаю количество пряжи на изделие, когда уже конкретно у меня есть кусочек провязанного. Расскажу некоторую важную детальку для вас. Вот, и потом мы будем вязать. Если резинки не будет, набирать итальянским, это как хотите. Опять-таки, не обязательно набирать итальянским, я просто его показываю, потому что много вопросов. И вот заметила, что многие почему-то после резинки хотят убавлять петли, чтобы резинку эту расширить. Вот, а вы набираете любым вообще, хоть айкордом, не имеет значения, это решаете вы. Хочу связать рисунком до груди, а верх и рукав лицевыми. Можно ли так сделать и как? Можно, конечно, только вам нужно связать 2 образца, рисунок и лицевая гладь, и посчитать плотность. Если количество петель будет разное для вашей ширины, тогда, значит, после вашего узора на лицевую гладь вы либо прибавите петли, либо убавите. В чем отличие между бабушкиным и классическим? Сейчас это такая, знаете, глубокая глобальная тема, разный способ вывязывания петель. В интернете очень много видео на ютубе, вы посмотрите, потому что сейчас не хочу на это отвлекаться. Я вяжу классическим способом, если вас это интересует. Переворачиваю камеру и начнем. Так, я так быстро протараторила, я надеюсь, вам хоть что-то было понятно. Мне часто делают замечания, что я либо очень медленно рассказываю, как-то долго, либо очень быстро и много тараторю. Не могу найти золотую середину, чтобы устраивала всех. Так, вот моя камера. Сейчас я все это дело подниму. По-моему, я тут вот так пододвигала. Сейчас все это дело подымем. И я отрегулирую. Так, на ютубе что тут делается? Нужно еще чуть-чуть. Так.
Еще чуть-чуть. Сейчас, девочки, я тут подправлю, потому что... Вот, отлично. Потому что хочу, чтобы было и вам, и мне удобно. Саша, я планку хотела 6 сантиметров. Это немного по спинке будет? 2 плюс 6, 8. У тебя 2 плюс 4, 6. Нет, немного, потому что вырез все равно у вас останется 2 сантиметра. А 6 это будет обвязка. Ну что, начнем. Смотрите, это сейчас попозже вам расскажу, что это такое. Давайте пока я нарисую, как я считаю количество пряжи, хватит мне или нет. Вам изначально нужно какой-то кусочек провязать. Ну, желательно провязать побольше, например, целый моток или полмотка. Ну, то есть вот, чтобы у вас сразу было понятно, сколько конкретно, это спица, да, у меня такая, сколько конкретно вы чего-то провязали. Можно, если у вас нет весов, можно провязать целый моток. Моток вы знаете, сколько у вас весит, значит, вы можете точно прикинуть, сколько в граммах. Если у вас есть весы, тогда, значит, вы провязываете немножечко, взвешиваете либо оставшийся моточек, либо вот эту свою часть, которую вы провязали, и записываете. Предположим, я извязала полностью свой моток. Повторюсь, я сейчас рассказываю, как я считаю, хватит мне пряжи или нет. Вот я извязала, допустим, целый моток, предположим, у меня моток 100 граммов, здесь я беру просто значение из головы. И, предположим, я провязала такой вот кусочек размером, ну, пусть это будет там, например, моя полочка, 30 сантиметров на 40 сантиметров. Вот я провязала такой кусок, у меня ушел один моток. Мне нужно посчитать, сколько мотков, сколько грамм пряжи у меня уйдет на целое изделие. Для этого я сначала посчитаю плотность, площадь вот этого кусочка. Как я это считаю? Как в математике мы делали? 30 я умножаю на 40, у меня получается 1200 сантиметров кубических, правильно? Квадратных. Почему кубических, я не знаю, квадратных. Вот, 1200 квадратных сантиметров. Вот я сказанула, простите. Мы также знаем, что у нас будут полочки и будет спинка. Я, когда высчитываю количество пряжи, я здесь не высчитываю вырезы, я грубо считаю, пусть будет с небольшим плюсом, мало ли что, поэтому прям вот зарисовываю свою спинку. Это у меня будет спинка и плюс 2 полочки. Они у меня 2 полочки, как одна спинка. Я знаю, что мне нужно будет моя ширина 50 сантиметров, предположим, да, у меня спинка, и 60 сантиметров она у меня провязана вверх. Ну, тут, конечно, не совпадение, да, это значит не полочка, может быть, я просто какой-то кусок провязала, неважно. Вот у меня спинка и 2 полочки, получается 50 сантиметров в ширину и 60 в высоту. То же самое, я умножаю 60 на 50, у меня получается 30, да, и 2 нуля, 3000 квадратных сантиметров. Так как у меня это спинка, да, так как у меня еще 2 полочки, поэтому я прибавляю сюда еще. Это у меня пусть будет спинка, а это у меня 2 полочки. 2 полочки. То есть всего в общей сложности у меня будет 3 плюс 3, 6000 квадратных сантиметров, 2 спинки и полочка. Готово. Теперь у меня есть еще рукав. Тоже рукав рисую просто вот как у меня из головы, значение записываю. Рукав у меня, как правило, расширяется кверху, да, поэтому мы рукав поделим на некоторые детальки, чтобы вот эти треугольнички посчитать. Снизу у меня рукав, предположим, 20 сантиметров, сверху у меня рукав, предположим, 40 сантиметров. И высота моего рукава пусть будет 50 сантиметров. Значит, я себе рисую такие прямые линии вверх, чтобы у меня здесь тоже было 20 сантиметров, да, у меня есть такой вот прямоугольник 20 на 50, давайте я запишу, чтобы вы понимали, здесь красным, это у меня 20 на 50, вот такой прямоугольник, и также вот этот треугольник я как бы мысленно переношу вот сюда, и дорисовываю вот эту часть. То есть этот треугольник я перерисовала и перенесла сюда. И он у меня тоже сколько будет? Он у меня будет в ширину
Давайте тоже нарисую оранжевым. В ширину он у меня будет тоже 20 сантиметров, и в высоту он у меня будет 50. Почему в ширину тоже 20? Потому что если мы от 40 отнимем 20, вот эти зеленые части, то у нас получится разница 20 сантиметров между низом рукава и верхом. И вот эта вот штучечка у меня тоже получается 20 на 50. Тоже я это все умножаю. Смотрите, 20 я умножаю на 50. У меня получается, сколько это, 10, да? И 2 нуля, 1000. И 20 я умножаю на 50, давайте я тоже это зарисую. Это вот у меня вот это будет часть, а это вот эта часть. У меня тоже 1000. И прибавив эти два значения, я получаю 2000 квадратных сантиметров, будет мой рукав. Для того, чтобы посчитать общее количество, общую, да, площадь моего изделия, я беру вот эти 6000 и вот эти 2000. Но у меня два рукава, поэтому тоже я должна буду прибавить два вот этих значения. Значит, записываю. В итоге, что у меня получается? Давайте запишу красным. 6000 сантиметров. Это у меня спинка плюс 2 полочки. Дальше я беру сюда 2000 один рукав и 2000 второй рукав. Это у меня один рукав и второй рукав. В итоге я получаю, что мое изделие будет 8 и 2, 10, да? 10 тысяч квадратных сантиметров. Мое изделие целиком. Так, эта часть треугольниками будет не 10 сантиметров в ширину. Давайте посмотрим. 10, да, получается? Да, 10 сантиметров в ширину. Все верно, 10. 20 это 10 тут и 10 тут. Да, все верно, 10. Правильно, видите, я считаю сейчас сразу же с вами вместе. 10, значит, получается у нас 10 на 50 эта сторона и 10 на 50 эта сторона. Да, все верно. И тут мы тоже пишем 10 на 50 и 10 на 50. И тут у нас получается 500. Как бы мне теперь этот нолик зачеркнуть? И 500. Вот, правильно. И в итоге у нас получается 1000. И здесь мы пишем не 2000, а 1000 тут и 1000 тут. Верно теперь, девочки? Верно? Спасибо, что вы поправили. И в итоге у меня будет 6 плюс 1 7 и плюс 1 8. Значит, у меня вот тут вот будет 8000. 8000 мое изделие целиком. Зная, что мне на 1200 сантиметров уходит 100-граммовый моточек, значит, я могу теперь посчитать, сколько уйдет у меня на изделие целиком. Записываю, давайте я поставлю вот так стрелочку и записываю. Значит, на 1200 сантиметров у меня ушло 100 грамм, и мне нужно посчитать, сколько у меня уйдет на 8000. Правильно? Вот это значение мы должны узнать. Ой, у меня сейчас калькулятора... Сейчас я возьму калькулятор, давайте посчитаю. Так, давайте посчитаю. Значит, 8000 я умножаю на 100 и делю на 1200. У меня получилось 666. Давайте запишу розовым. 666. То есть 666 граммов мне нужно на... Опять неправильно? Да что такое, девочки? Почему? Почему неправильно? 1500? А где 1500? А где конкретно 1500, девочки? Скажите мне, пожалуйста. Ну, мне самое главное, чтобы вы поняли логику, потому что эти измерения я сейчас просто беру от головы. Главное, чтобы вы поняли, как я конкретно все измеряю. В итоге у меня получилось 610 на 50 и 20. А, вот тут, девочки, все верно. Спасибо. Еще раз неправильно. Хорошо, что вы у меня есть. Да, вот тут правильно. Тут в одном месте будет 20 на 50. Я уже тут все поисправляла. 20 на 50, а в другом 10 на 50. И здесь у меня будет 1000. Ну, давайте пересчитаем все-таки, чтобы было правильно, да? 1000. И у нас тут тогда будет 1500. Вот теперь правильно? Исправьте меня.
1500 тут и 1500 тут. В итоге я получаю 6 плюс 3, 9. А, как мне тут теперь исправить? Вот, 9000. Ну-ка, правильно? И записываю я сюда 9. И давайте теперь посчитаем. 9000 я умножаю на 100 и делю на 1200. Так, получилось 750. Так, 750. 750. Сейчас я еще раз... и все, мне не нравится, как я тут записала, 750. Все, мы, короче, посчитали, что мне нужно примерно 750 граммов на мое изделие с вот такой плотностью вязания. Конечно, тут может быть у нас по полочкам еще воротник, у нас могут быть вырезы, у нас могут быть какие-то прибавки, убавки по переду, по спинке. Мы здесь просто посчитали грубо. Можно к этому прибавить, например, там еще 100 грамм, да, плюс-минус на какие-то еще обвязки. Но мы уже примерно понимаем, сколько нужно. Например, у меня есть килограмм пряжи, и я вообще не понимаю, хватит мне или нет. После таких расчетов, узнав, что мне нужно 750, я четко понимаю, что килограмма мне хватит 100%. 666 не надо, лучше 750. Принцип понятен. Хорошо, давайте я еще раз пройдусь, потому что я вас запутала, чтобы вы понимали, что откуда я брала. Еще раз, я провязала небольшой кусочек, использовала для этого кусочка 100 грамм пряжи. Либо я извязала целый моток, либо я просто измерила, на весах, взвесила остаток, если это бобинная пряжа, да, взвесила остаток, поняла, что 100 грамм у меня уже связано. Мой вот такой вот кусочек 30 на 40, предположим. Я посчитала площадь этого кусочка в сантиметрах. Дальше, значит, на эту площадь у меня уходит 100 граммов. Дальше я посчитала плотность своей спинки и двух полочек, и либо спинки и переда. У меня получилось какое-то значение. Потом я посчитала плотность своего рукава, площадь своего рукава у меня тоже получилось. В итоге я к спинке и двум полочкам прибавила 2 рукава, получила общую площадь в сантиметрах в квадрате своего изделия, и зная, сколько у меня уходит на 1200 граммов, я посчитала, что на всю площадь моего изделия нужно 750 граммов. Вот так вы можете посчитать свое изделие, если вдруг вы очень переживаете, что вам чего-то не хватит. Все. Это прошли, все понятно. Я, в принципе, люблю так считать, я считаю очень часто, знаете, очень интересно считать таким способом количество петель и рядов, то есть сколько всего петель было провязано в целом изделии, это тоже интересно, там получаются просто десятки тысяч, и, понимаешь, насколько большой объем работы ты проделал. Отлично, теперь еще некоторый нюанс, который я хотела сказать. Смотрите, вот у нас есть одна полочка. Вот у нас есть вторая полочка, и вот у нас есть спинка. Я думаю, видно, да, тут на спинке вырез. Вырез я не рисую, в принципе, не имеет значения. Для того, чтобы мы потом будем эти все части сшивать, вот эту часть спинки мы сошьем с полочкой. Вот эту часть спинки мы сошьем с этой полочкой, вот так. Для того, чтобы нам не добавлять каких-то лишних ниток, чтобы у нас не было лишних краев ниток, которые нам нужно будет потом куда-то спрятать, я советую сразу, набирая петли на наши полочки и спинку, оставлять кусочек ниточки побольше, чтобы с помощью этого кусочка мы потом сшивали наши изделия. Смотрите, вот, естественно, ниточка у нас, мы когда... Нет, подождите, у нас ниточка не тут, у нас ниточка вот здесь. Мы когда набираем петельки, то ниточка остается у нас с вот этой стороны. Вот здесь у нас есть некоторые ниточки, кусочки, которые мы от наборного моточка. Смотрите, если мы оставим длинный кусочек вот на этой полочке, я вот так вот моточком нарисую, да, длинный кусочек на этой полочке, то мы этим кусочком потом сможем сшивать вот эти части. Если мы на спинке оставим длинный кусочек вот здесь, то мы этим кусочком сможем сшивать вот эти две части. Тут у нас будет планка на этой полочке, в принципе, на планку нам ниточка никакая не нужна, поэтому мы эту можем оставить
оставить коротенькую. Вот для того, чтобы начать вязать, вы постарайтесь на вот эту полочку и на спинку оставить клубочек побольше. Здесь может быть не клубочек, просто ниточка длиной, ну, как минимум равной длине вашего кардигана. Если у вас 70 сантиметров кардиган, оставляйте как минимум 70, а то и побольше. И все, вы потом эту ниточку пустите в шов, здесь у вас не будет никаких кончиков, ничего не нужно будет прятать, и будет все аккуратно. Это тоже понятно, да? Отлично. Теперь что? Теперь все, теперь давайте вязать. У нас как раз остается полчасика для того, чтобы связать то, что мы планировали. Итак, для начала я расскажу, как связать, это, наверное, надо убрать, да, чтобы было лучше видно. Как связать, для начала расскажу край итальянским набором, который будет хорошо стягивать резинку, будет резинка держать форму, когда будет все очень аккуратно и плотненько. Для этого мы берем, естественно, клубочек, у меня вот сегодня такой цвет. Вот опять-таки, для того, чтобы оставить вот эти кончики, которые да, мы будем потом сшивать изделие, вот сейчас прям отматываем, например, сколько-то сантиметров на сшивание. Дальше, с этого момента мы уже берем то количество ниточки, которое нужно для того, чтобы набрать нам петельки. Но я сейчас оставлять не буду, просто для того, чтобы вам показать сам принцип набора. Наберем мы буквально петелек 15, спинку до выреза вяжем, на проймах убавок не будет. Да, на проймах убавок не будем, у нас спинка прямая, полочки прямые, как таковой выраженной проймы у нас не будет. Давайте набирать, для того, чтобы резинка у нас была плотненькой, хорошо стянутой, чтобы она хорошо держала форму, я вяжу спицами свое изделие 5 мм. Для этой пряжи я себе подобрала эти спицы. Но для того, чтобы набрать такую резинку, мне нужно спицы гораздо меньше. Я вам советую, в принципе, вообще брать максимально тонкие, какие у вас есть. Ну, пусть это не будет, конечно, там 2 мм, но вот у меня 3,75 против 5, этого достаточно. Вы можете, например, если вы вяжете спицами 4 мм, вы на наборный край можете взять 2 мм. То есть, чем тоньше будет спица по отношению к основному диаметру спицы, тем будет плотнее, тем будет лучше. Как рассчитать, сколько нитки для набора? Честно, у меня нет никаких каких-то формул, секретов, просто все на глаз. На спинке скос плеча начинается с вырезом или раньше, а мы с вами потом посчитаем, у кого как будет. У меня, как правило, начинается позже, чем сам вырез. Ну, посмотрим, как у кого получится. Давайте, наверное, я сразу напишу, или не сейчас. Давайте, наверное, не сейчас. Сейчас мы пока просто наберем. Я беру одну спицу, набираем мы на одну спицу. Набирать я буду, ну, максимум 15 петелек, просто чтобы вам показать. Первую петлю я набираю самым обычным способом, как мы привыкли это делать. А дальше буду набирать тем самым эластичным итальянским набором. Первую, как правило, я делаю изнаночной, хотя здесь не имеет значения. Смотрите, набираю изнаночную, желтый, да, вот этот цвет вам мешает, набираю изнаночную, нить, спицу я завожу за вот эту нить и снизу вывожу наверх. Видите, у меня возле петельки, давайте я близко покажу, камера должна фокусироваться, у меня на ютубе должно быть сейчас хорошо все видно, сейчас она, вот, все равно плохо, да, не фокусируется как надо. Видите, здесь у меня у петельки есть такая перемычка как в виде изнаночной петли. Ну давай, это же у меня фокусировалась, подружка моя. Ну, перемычку, вот, сейчас хорошо, перемычку это видно. Вот эта перемычка и означает, что мы набрали изнаночную петлю. Дальше набираем лицевую, потому что у нас резинка. Я подхватываю спицу, завожу уже вниз вот этой ниточки и подхватываю нить, которая находится чуть подальше. Вот, готово. Если присмотреться, перемычки у нас нет. У нас петля развернута так, как будто это лицевая. Вот мы набрали с вами лицевую. Дальше мы набираем изнаночную. Я подхватываю спицей дальнюю нить и завожу ее вниз под переднюю нить. Готово. У меня, видите, снова есть вот эта вот перемычка, которая похожа на изнаночную петлю. Набираю снова лицевую петельку. Подтягиваю ниточку, потом набираю изнаночную, подтягиваю, проверяю, чтобы у меня все было правильно. Набираю лицевую петельку, подтягиваю,
вот она у меня хорошо видна, и набираю изнаночную, подтягиваю. И таким образом набираю то количество петель, которое нам необходимо. Я закончу изнаночной, чтобы у меня все было, так знаете, симметрично. И в конце мы заканчиваем вывязывание, набор, да, этих петелек, как обычно, обычным набором петли. Не знаю, сколько я тут набрала, не имеет значения, все равно буду сейчас вам показывать. Переворачиваем, и теперь нам нужно провязать 2 рядочка полой резинкой, для того, чтобы полотно было максимально стянуто снизу. Я беру эту же самую спицу, такую же тонкую, пока это все не мои рабочие спицы, это конкретно для набора. Первую петельку я снимаю. У меня тут должно все быть максимально плотно, и теперь я буду вязать 2 рядочка полой резинкой. Значит, лицевые я сейчас буду провязывать. Сейчас попробую, чтобы она еще раз у меня сфокусировалась. Лицевые я буду провязывать, изнаночные я буду снимать за нить перед петлей. Так, ну что, хочу показать, и она не фокусируется. Ну вот, смотрите, у меня здесь лицевая расположена как бабушкина, то есть задняя стенка, она у меня впереди, и так и хочется ее провязать. Значит, я провязываю ее за заднюю стенку лицевой. Дальше, смотрите, у меня идет петля, похожая на изнаночную, с вот этой вот перемычкой. Эту изнаночную петлю я снимаю, нить располагаю перед петлей. Сняла. Дальше у меня снова идет лицевая, как будто при вязании бабушкиным способом. Правая стенка, задняя стенка петли находится справа. Я провязываю ее лицевой. И следом у меня снова идет изнаночная с перемычкой. Я ее снимаю, нить перед петлей. Дальше снова лицевая провязываю, изнаночную снимаю, нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую за заднюю стенку провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю и кромочная. Кромочную провязываю так, как я привыкла, у вас может быть это свой способ. Готово, переворачиваю. Теперь я вяжу второй ряд снова полой резинкой. Снова снимаю первую петельку, тут я ее уже сниму привычным для себя способом. И смотрите, теперь снова мы изнаночные петельки будем снимать нить перед петлей, а лицевые провязывать. Изнаночная петля у меня тут уже хорошо видна, она у меня с перемычкой, как обычно. Изнаночную я снимаю, подтягиваю свою нить. Дальше у меня идет лицевая. Лицевая тоже очень хорошо видна, она выглядит как галочка, как самая стандартная лицевая. Лежит она у меня так, что хочется провязать ее классическим способом, значит провязываю я ее классическим способом. Дальше снова идет изнаночная с перемычкой, я ее снимаю, нить перед петлей не забываем. Снова лицевая. Провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю и кромочную провязываю тоже так, как вы привыкли. Вот готово. Мы набрали ниточки на более тонкую спицу, провязали 2 рядочка полой резинкой. Теперь мы берем в руки спицу свою рабочую, которой мы будем провязывать свое изделие целиком. Если номер спиц 3 мм основное полотно, значит берите 2 мм, 1,5 мм, все, что у вас есть меньше, то и берите. 2 ширины детали плюс 15 сантиметров делаю, сколько нитки на набор. О, девочки, запоминайте, 2 ширины детали и плюс 15 сантиметров. Это для того, чтобы узнать, сколько нитки нужно для того, чтобы набрать петли. Переворачиваю, провязываю теперь свой следующий ряд, нить снимаю, и теперь уже, видите, вяжу своей толстой спицей простую резинку 1 на 1, стандартными петлями, лицевые и изнаночные все провязываю. Вот у меня идет лицевая, изнаночная с перемычкой, я ее провязываю изнаночной. Дальше у меня идет лицевая, провязываю лицевой, следующая изнаночная, провязываю изнаночной. Все хорошо видно, вот у меня лицевая, ее хорошо видно. Дальше изнаночная провязываю, снова лицевая провязываю, изнаночная и вяжу так дальше до конца ряда, чередуя петельки. Так, и в конце кромочная.
Все, эта спица мне уже не нужна, я ее убираю и беру в руки свою рабочую спицу, которой буду вязать свое изделие целиком. Кромочную снимаю и тут снова продолжаю вязать обычной резинкой 1 на 1. Вот у меня изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Тут уже хорошо петли видно, изнаночная, лицевая, и вяжу так дальше. Как с полой резинки перейти на резинку 2 на 2. Ой, девочки, у меня есть видео об этом, давайте я вам просто скину в канал Telegram. Сейчас тоже об этом не буду говорить, потому что хочется еще рассказать другой способ. Вот так получается, видите, снизу у нас петельки более растянутые, но и в то же время они плотно сидят, потому что набраны были более тонкими спицами. Переворачиваю и продолжаю вязать этими же спицами свою резинку по рисунку. Чтобы перейти на резинку 2 на 2, вам нужно вот после полой резинки, после 2 рядов, менять петли местами так, чтобы 2 лицевые у вас находились рядом и 2 изнаночные находились рядом. Здесь у нас чередование 1 на 1, вот вы смотрите на свою резинку, да? Значит, чтобы после изнаночной была изнаночная, вам нужно лицевую с изнаночной поменять местами. Вы меняете их местами, у вас идет изнаночная, изнаночная, потом будет лицевая, которую вы поменяли, следом дальше провязываете лицевую, дальше идет изнаночная, после изнаночной снова вторая изнаночная нужна, значит, вы меняете их местами, у вас потом снова 2 лицевые, изнаночная, и опять меняете и так далее. Саша, можно итальянский набор без полой резинки? Да, конечно, можно. Сейчас я вам как раз таки покажу 2 варианта, где резинка у нас будет совсем не стянутая, а наоборот достаточно рыхлая. Сейчас вот я показала один способ, немножечко еще провяжу, чтобы немножко было видно саму резинку. И покажу второй способ для того, чтобы вы не переживали, что снизу изделие будет слишком стянуто, чтобы вы после резинки не прибавляли петли. Ой, простите, не убавляли петли. Для меня это, ну, знаете, удивление было, когда очень многие решили после резинки убавить, чтобы она не была сильно стянутой. Еще также смотрите на состав самой резины, на состав пряжи, простите, потому что пряжа разных составов, она в принципе может очень даже сильно растягиваться в процессе носки. Например, пряжа с хлопком, она не очень хорошо держит резинки, и если вы вяжете что-то из хлопка или из полухлопка, то резинка все равно в процессе носки у вас растянется. Поэтому, ну, категорически нельзя ничего там убавлять. Если это что-то мериносовая, то в принципе тоже, если связать ее тем способом, которым вот я следующим покажу, то она тоже не будет у вас сильно стянута и тоже будет смотреться шириной так же, как и основное полотно. Ну вот, я связала, давайте я в следующем ряду петли закрою уже и приступим к вывязыванию. Вот что получается, давайте я покажу. Вот тут у меня изнаночный. Вот, видите, резиночка хорошо лежит, она не слишком растянута, снизу она тоже достаточно плотненькая, край плотный. Если вы возьмете еще более тонкие спицы, край у вас будет еще более плотный. Но покажу все равно еще один способ. Так, все понятно, да, хорошо. Сейчас я петли закрою и с другого клубочка провяжу прям совсем широкую резинку, такую рыхлую, которая будет, ну, 100% у вас по ширине такая же, как и основное изделие, как и основная деталь. Закрываю петельки. Ну, немножко понятно, что я тут делаю, я надеюсь, да, девочки? Не так, не так. А нет, все так, все верно. Тут у меня изнаночная. Изнаночная. Ну, после резинки, естественно, мы дальше, сейчас я покажу, кстати, клеточки. Первый способ показала, второй способ покажу с клеточками. Дальше, естественно, мы вяжем уже наш узор. Вот что получилось. Вот что получилось, так выглядит вот этот итальянский набор. Я почти всегда итальянский использую, как ты познакомила, я влюбилась. Супер, супер. Очень рада. Ну что, давайте теперь я расскажу параллельно про клеточки и тот второй способ, где резинка у вас совсем не будет стянута, а максимально растянута. Давайте тут нарисую тоже
себе какой-то план вязания, просто тоже, который я вот из головы возьму, чтобы объяснить вам клеточки. Итак, план вязания. Предположим, мне нужно набрать, давайте я запишу. Первое, да, мне нужно набрать, ну пусть будет 15 плюс 2 кромочные, набрать мне нужно всего 17 петель. Дальше, второй пункт, мне нужно провязать резинку 1 на 1, ну давайте предположим, мне нужно провязать ее 8 рядочков. И 8 рядочков, помните, да, я вчера писала, что это 4 пары и 4 клеточки. Значит, я себе нарисую 4 клеточки. Готово. И дальше третье, что мне нужно сделать, это я буду вязать своим узором. Предположим, мне нужно провязать им 20 рядов. Это тоже я все так из головы беру, то есть 10 пар. Значит, мы рисуем 10 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 10 моих клеточек. Давайте сейчас это все попробуем посмотреть. Чем плоха резинка обычным набором? Ничем не плоха, девочки, и вы сами знаете, я ее очень часто сама использую, и многие, кстати, мне почему-то спрашивают, а почему вы так набираете, почему вы не итальянский используете? Ну, в каждом своем изделии я использую какой-то свой способ, который больше подходит, как мне кажется, поэтому спокойно набирайте обычным способом, и вообще даже не волнуйтесь и не заморачивайтесь. Я показываю просто разные варианты, чтобы было поразнообразнее, да? Я буду вязать из хлопка, а вместо резинки платочка будет. Нужно для этого итальянский набор? Нет, не нужно, можно набирать обычным способом. Ну что ж, давайте теперь по клеточкам свяжем и свяжем ту резинку, которая совершенно не будет стягивать край полотна. Для этого мы сразу берем спицы, которыми мы будем вязать наш основной узор, наше изделие. Мне нужно набрать, посмотрите, 17 петель. Будем набирать снова тем самым итальянским набором. Набираю я первую свою петлю, как обычно. Дальше мне нужно набрать, начну я тоже с изнаночной петли, набрать итальянским способом, только что я вам показывала. Подхватываю я нить, которая позади, завожу ее вниз за переднюю нить, вот у меня получилась изнаночная петля, та самая перемычка. Дальше набираю лицевую, подхватываю переднюю нить, завожу ее за заднюю, подтягиваю, вот у меня получается лицевая петля. Снова подхватываю заднюю нить, завожу вниз за переднюю, у меня изнаночная. Лицевая, подхватываю переднюю, завожу за заднюю, подтягиваю, получается лицевая. Итак, я набираю всего 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17-ю последнюю, как обычно, 17. Вот, я набрала, по плану вяжу 17 петель. Дальше мне нужно провязать 8 рядов резинки. Я хочу ту резинку, которая вообще никак не стягивает полотно. Мне нужно, чтобы она лежала точно так же, как и мой основной узор. Значит, я просто беру те же самые спицы, которыми я буду вязать свое изделие, и вяжу без всякой полой резинки сразу свою основную резинку, которая мне нужна. Смотрите, вот я еще раз показываю. Тут у меня лежит лицевая. Она очень похожа на лицевую, которую хочется провязать бабушкиным способом, то есть за заднюю стенку. Я сразу ее лицевой хоп и провязала. Дальше у меня изнаночная, вот тут видно перемычку. Провязываю сразу ее изнаночной. Снова лицевая. Все проверяю внимательно, потому что если у вас тут что-то перекрутится, вы можете запутаться и провязать не то, что надо. Проверяю, как лежат петельки, слежу за тем, чтобы у меня шло чередование. Дальше провязываю лицевую, изнаночную, лицевую провязываю, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую и кромочную. Я провязала первый ряд, поэтому здесь в своих клеточках я сразу отмечаю, что вот у меня провязан первый ряд. Я ставлю обычно такую косую черту, так как одна клеточка соответствует провязыванию туда-назад, я вот в одну сторону провязала, теперь переворачиваю, буду вязать в другую сторону.
снимаю свою первую петлю и смотрю, вот у меня тут с перемычкой, значит, это изнаночная, провязываю ее изнаночной, дальше лицевую, дальше изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, и пошла вязать так дальше. Как вы видите, уже даже сейчас край вообще не стянут, он рыхлый очень, петли так достаточно широко друг от друга сидят, но это как раз тот случай, который вам нужен, если не нужно, чтобы резинка сильно была стянута. Готово. Так, читаю, что вы пишете. Не пойму, как первую набираете. Вы посмотрите тогда повтор, просто нажимайте на паузу, сделайте более медленное воспроизведение, тогда поймете. Как понять, с какой петли начинать, с изнаночной или лицевой? Это не имеет значения, я просто привыкла всегда начинать с изнаночной. Но смотрите, если у вас, давайте тоже это поясню, если у вас, например, на полочку, и вы основной какой-то узор, как у меня, вяжете, например, вот такой вот полупатентной резинкой или английской резинкой, то желательно, да, чтобы у нас и тут была какая-то одна и та же петля. Предположим, на полочке вы с этой стороны и с этой стороны будете вязать изнаночные, а на спинке у вас с этой и с этой стороны будут лицевые, для того, чтобы вы потом, когда сшивали свое изделие, у вас на швах шло чередование. Вы просто для себя изначально решаете, либо будут изнаночные, либо лицевые, и набираете сразу то, что хочется. Опять-таки не имеет значения, с какой петельки вы начнете. Первый ряд получается лицевой или изнаночный. У меня, в принципе, всегда первый ряд изнаночный. Вот я смотрю на нить, если нить у меня находится справа, значит сейчас изнаночный ряд. Вот эта сторона, это у меня лицевой ряд. Здесь вот в итальянском наборе, если посчитать потом в итоге галочки, то у вас получится нечетное количество рядов, то есть это не будет делиться четко на пары, поэтому, ну, в принципе, я тут вяжу, отмечаю клеточки, когда до конца клеточки дойду, посчитаю количество рядов, и у меня будет все в порядке. Скажите, пожалуйста, спинку, значит, вязать прямоугольником до шеи практически? Да, верно. Спинку провязала, резинку и основной узор до проймы. Сейчас мне полочку начать? Да, верно. Можно под резинку набрать обычным набором петель? Можно, конечно, я только что об этом говорила. Так, вот у меня снова, видите, тут ниточка, значит, я отмечаю следующую клеточку. Все, значит, вяжу дальше. Снова мне нужно провязать 2 рядочка туда-назад. Я вяжу, внимательно смотрю, где у меня лицевые и изнаночные, и тихонечко провязываю полностью до конца ряда. У меня спицы деревянные, нить хлопковая, она очень плотно сидит и тяжело продвигается. Специально беру для вязания в эфире такие спицы, чтобы у меня, не дай бог, никакие петли не соскочили. Так, ну вот, смотрите, видите уже какая разница? Видите, насколько рыхло, насколько далеко друг от друга сидят петельки по отношению вот к этому образцу. Провяжем дальше. Саша, подскажите, не видела в предыдущих видео, можно вязать по кругу до проймы поворотными рядами? По кругу поворотными это как? Если по кругу, то это... кардиган. Да, можно, конечно, но вам тогда нужно знать, где заканчивается ваша пройма. Начинается, ну или заканчивается. Чтобы это узнать, нужно сделать расчеты рукава. Так как мы расчеты рукава еще не делали, они у нас будут позже, то вам нужно просто где-то будет примерно остановиться и подождать те самые расчеты. Саша, какой петлей вы провязываете кромочную в лицевых и изнаночных рядах? Ой, вот сейчас я вяжу резинку, давайте я, наверное, уже завтра покажу, потому что я обещала, а я это не сделала, потому что в резинке у меня все лежит нормально, а вот в лицевой глади не очень. А в начале эфира я обещала это показать. Давайте, наверное, уже завтра мы будем с вами вязать карман, там лицевая будет гладь, и завтра покажу. Я писала об этом в чате, как я провязываю, вы можете в поиске где-то поискать, посмотреть, ну, я там словами писала, как я это делаю. Ну вот, давайте уже сравним, я тут провязала, подождите, я не отметила ряд, заговорилась, вот следующую клеточку отмечаю и вяжу. И сейчас еще раз провяжу туда-назад, чтобы довязать свою резинку целиком.
Вот смотрите, у меня тут ниточка, я отмечала именно конкретно, когда ниточка была у меня справа, значит последнюю клеточку отмечаю. В итоге у меня получиться должно 8 рядов, но тут нечетное количество рядов, если смотреть с лицевой стороны. Сейчас посчитаем. Именно в резинке, а то у меня скачут. Ну в резинке я сейчас вяжу одинаково, что с этой стороны, что с той. Последнюю петлю я провязываю, давайте покажу сейчас. Последнюю петлю я провязываю лицевой за заднюю стенку, то есть бабушкиным способом, вот так. А первую петлю я снимаю нить у меня перед спицей, вот так. Хоп, и снимаю петлю. И тогда с этой стороны по краю, по кромке получаются галочки из лицевых петель и нет узелков. Словами вроде понятно, а когда начинаешь вязать в лицевой глади узлы. Давайте завтра все-таки покажу, я обещала, раз обещала, то покажу. Ну вот, довязала я все рядочки. Давайте посчитаем, сколько у меня там получилось, потому что начала я с изнаночного ряда. Считаем галочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот то, что я говорила, когда мы набираем резинку таким способом, у нас получается нечетное количество петель, нечетное количество рядов 9. Меня это устраивает. Если вас не устраивает, тогда вы можете рядочек не довязывать и просто сразу начать вязать свой узор. Дальше я буду вязать узор, буду отмечать тоже в клеточках каждый провязанный ряд туда-назад, лицевой плюс изнаночный. Одна клеточка я вяжу туда-назад. Ну вот, посмотрите, что у меня получилось. Я набрала одним и тем же способом 2 резинки. Одну резинку я набирала на спице толщиной, как и основной узор, и не вязала 2 ряда полой резинкой. Вот у меня получился вот такой край очень широкий, и в принципе, если продолжать вязать дальше основной узор, то резинка стягиваться не будет. А вот этот первый образец я провязывала специально, набирала более тонкими спицами, и первые 2 ряда я провязывала полой резинкой. Вот так, да, давайте, чтобы одинаково было. И этот край у меня более стянут. Вот этот, посмотрите, как хорошо растягивается, петли все сидят широко, а это уже резинка у меня не так сильно растягивается, она сидит более плотно. Ну вот вы можете выбрать для себя, что для вас лучше. Тут немножко кривенько, конечно, потому что хлопок и спицы толстые вообще для этой пряжи. Вот, вот здесь максимально широко и здесь так достаточно плотненько. Вы можете выбрать для себя любой удобный вариант. И после резинки, если вы будете вязать таким способом, вам не нужно будет убавлять никакие петли. Можно изнаночной закончить, узлов не будет. Да, не имеет значения, как вы заканчиваете последнюю кромочную, как вы в принципе, да, провязываете кромочную. Главное потом ее правильно снять, чтобы не было узелка. Вы смотрите, либо нить у вас перед спицей, либо нить за спицей. Если вы за спицу будете закидывать, в некоторых случаях у вас будет узелок. Если перед спицей, узелка может не быть. И наоборот, то же самое, это работает все наоборот. Если применять счетчик рядов, то клеточки не нужны. Да, клеточки не нужны, но в то же время клеточки это еще и план вязания. Вы можете в этих клеточках также отмечать разные свои моменты, связанные с узором. Давайте покажу на этих клеточках. Предположим, у вас раппорт узора 4 ряда. И для того, чтобы не сбиваться, там, не смотреть по схеме, вы можете каждые 4 ряда отметить в ваших клеточках. 4 ряда это у меня 2 клеточки. Значит, я могу поставить границу себе вот так вот красным цветом. Значит, у меня вяжу я снизу вверх обычно слева направо. То есть это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевой ряд. И отмечаю я, все, у меня раппорт узора закончился. Дальше могу поставить здесь раппорт узора закончился, потом здесь он закончится и здесь. И тогда мне не нужно будет следить за узором, максимально быть внимательной. Также можно в этих клеточках отмечать какие-то переплетения в вашей косе. Предположим, у вас там какая-то косичка, и у вас переплетение идет в каждом, ну давайте, 4-м ряду. То есть в 4-м ряду переплетение, потом в 8-м ряду переплетение, потом в 12-м ряду у вас идет переплетение. Вы тоже в клеточках это можете отметить. Я отмечаю обычно какие-то такие штучки точкой. Значит, 4-й мой ряд, это 1, 2, 3, 4, это вот эта клеточка.
Значит, я ставлю здесь точку, у меня тут будет переплетение. Потом в 8 ряду я ставлю здесь точку, у меня здесь переплетение. Снова ставлю здесь точку, здесь у меня будет переплетение, здесь и здесь. И все, я вяжу себе спокойненько свою косичку, не считаю каждый раз свои ряды, не пытаюсь использовать там какие-то себе пометки, а в клеточках у меня все уже изображено. Предположим, помимо косы у вас есть в узоре еще и ромбы, например, да, вы провязываете, вот у вас идет коса, и еще и ромбы провязываете. И начало ромба у вас, например, в 8 ряду получается. 8 рядов вы вяжете свой ромб. Это тоже все я так примерно говорю. Значит, зеленым цветом вы можете отметить. Давайте я вот тут вот оранжевой точкой помечу. Значит, зеленым цветом вы можете отметить, например, это будет означать кружочек, что у вас закончился раппорт ромба. 8 ряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, вот тут закончился мой ромб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь закончился мой ромб. Вот я провязала 2 ромба. И все, вы вяжете, вяжете, хоп, дошли до вот этого места. Все, вы понимаете, у вас круг, значит, у вас нужно сделать там какую-то манипуляцию с ромбом, какое-то переплетение и точка. Значит, вам нужно сделать переплетение в косе. Если пустая клеточка, значит, вы просто вяжете по рисунку и вам больше ничего не нужно. Вот. Плюс еще бывает так, что счетчик рядов переключили дети, счетчик рядов сломался, вы случайно что-то нажали, у вас все ряды сбились, вам нужно постоянно все это считать и переживать. Поэтому такая система, она удобна. Но это не означает, что вам нужно сейчас резко переходить на клеточки и всем вязать по клеточкам. Я просто объясняю, как это делаю я. Если вам это понравится, вы можете использовать. Если это не подходит, это вообще не проблема, значит, вы это игнорируете и вяжете так, как привыкли. Давайте я переверну камеру и еще самое важное расскажу про те 5 ошибок, которые я заметила при проверке домашних заданий. По поводу вот этих резинок, я думаю, все понятно, да? Завтра мы продолжим вязать, я покажу, как вязать карманчик. Так, камеру я ставлю. Так, ну-ка давай. Нет, так нельзя. Сейчас, девочки, секунду. Слишком высоко получается. Секунду, девочки, я подправлю. Вот так, нормально вроде. Не, все равно высоко. И вас. Для ажура как? Ну, для ажура то же самое. Если есть какие-то в ажуре у вас манипуляции, которые нужно сделать в узоре, вы точно так же эти все манипуляции можете отметить в клеточках, либо просто брать схему параллельно, да, с ажуром. Сейчас я тут еще подправлю чуть пониже. Схему свою с ажуром, да, рядом себе класть где-то возле вязания и отмечать, например, в клеточках только раппорты ажура, а сама схема у вас будет рядом, и вы будете спокойно вязать. Так, дальше почитаю. Я на полочке отметила в клеточке, где петлю для пуговицы вязать, а то постоянно про них забываю. Да, в клеточках можно отмечать вообще абсолютно любое, что только есть в ваших узорах. Убавки, прибавки мы, когда будем делать расчеты рукава, я еще покажу на рукаве, как это правильно делать. Детишки любят на счетчике кнопку нажимать и сиди потом пересчитывать, точно. Про домашнее задание сейчас скажу, девочки, подождите. В моем случае эта система не сработает, я вяжу с аранами и жгутами. Вот как раз идеально я рассказала, как все эти араны, жгуты, ромбы, переплетения, как поместить в клеточки. Вот на мне вы видите свитер, у меня здесь и такие переплетения, и вот такие вот какие-то зигзаги, и широкая коса. Это все я тоже отображала в своих клеточках, мне не нужна была никакая схема узора, я просто знала, что у меня раз в сколько-то рядов переплетения в большой косе, мелкие косички и вот эти вот тоже зигзаги, тоже все отмечала. Можно провязать 4 ряда полой резинки? Да, конечно, можно. Клеточки это супер помощник, клеточки это супер. Сейчас не понимаю, как я раньше без них вязала. Я тоже так считаю, потому что я уже вяжу с 2014 года по клеточкам, как-то я таких придумала и тоже не представляю вообще жизни. То есть нужно каждый узор считать, это по поводу чего?
Красивая какая, спасибо. Мы же планку потом будем привязывать? Да, планку потом. Расскажи еще, пожалуйста, как пуговицы распределить. Ой, это будет в планке. Давайте не будем забегать вперед. Девочки, я сейчас переключу прямой эфир, он у нас заканчивается. И я расскажу про 5 ошибок. Пожалуйста, послушайте, это очень важно. Вам будет тогда проще, потому что очень многие ваши вопросы отпадут. Давайте я переподключу. Сейчас я тут пока переподключаю. У нас немножко больше, чем час прямой эфир, очень много информации, хотелось все донести и все рассказать побыстрее. Здравствуйте, здравствуйте еще раз, Светлана. Ну что, подожду, пока вы присоединитесь, и быстро расскажу, пройдусь по 5 пунктам. Кстати, по поводу планки был вопрос, по поводу пуговиц. Сейчас тоже об этом расскажу немножко, потому что заметила некоторую проблемку. Планку мы не сразу вяжем, в моем случае планку мы вяжем в самом конце, это будет самая последняя 3-я неделя. Ну, 4-ю неделю мы не считаем, она у нас просто для завершения всей работы. Все, отлично, вижу, что вы присоединились, давайте пройдемся. Первое, сейчас про планку расскажу. Первое, что я увидела, что меня смущало и что, возможно, будет потом ошибкой, это округление сантиметров. Сантиметры мы не округляем. Если при каких-то расчетах делении на 2, да, там можно, если не целое число поделить на 2, будет какая-то еще половинка. Если у вас получается, что там 57,5, вы сразу, пожалуйста, записываете 57,5. Вы не округляете ни до 58, не оставляете 57. Сантиметры, как они у нас есть, так мы их и оставляем. Дело в том, что если вы начнете где-то округлять, вы округлили на 2 полочках, округлили спинку, в итоге у вас может быть разница в 2 сантиметра, а если это детское изделие, то 2 сантиметра играют роль, Сашу видно на видео. 2 сантиметра играют роль, и получается, что у вас может быть изделие может в итоге сесть не так, как вы хотели. Сантиметры оставляем как есть. Если получилось, когда вы измеряли образец, предположим, там 10,3, и как вы ни крутили, все равно 10,3, не 10,5, не 10, а 10,3, значит вы записываете 10,3. Сантиметры не округляем. Петли мы округляем, конечно же, потому что половинку петли мы набрать не можем. Если сразу планка вывязывается про пуговицы, сейчас расскажу. 2 ряда полой резинки не отмечаем в клеточке. 2 ряда полой резинки у нас как 1 ряд, потому что мы сначала провязываем половину петель, а потом другую половину. Сначала все лицевые, а потом все изнаночные. Поэтому 2 ряда полой резинки это как 1 ряд. Дальше, второе, что меня очень смутило, не у многих это было, у некоторых, это обхват шеи. Я не знаю, где вы взяли обхват шеи 50 сантиметров, я пыталась, измерить свою шею, пыталась понять, как там получается 50, никак не получилось, мне кажется, даже если вы большего размера, чем я, но все равно не может быть шея 50 сантиметров, и вы почему-то еще к 50 добавляете дополнительно прибавки на свободное облегание, и у вас в итоге получается там 55. Это очень широкий вырез, и я прошу еще раз посмотреть, правильно ли вы измерили шею. Мы измеряем ее у основания, вот захватывая вот эту ямочку. Мы не измеряем плечи, если уже пошли плечи, то это значит уже не шея, это уже вырез вы меряете. Нам нужно только шея, тогда вы к шее можете добавить какие-то прибавки, чтобы, вот, например, видите, у меня свитерок, он не сидит четко по шее, он у меня пошире. Это достигается за счет глубокого выреза. Но все равно, если вы хотите лодочку, вы можете сюда что-то добавить. Проверьте, пожалуйста, не у многих это было. У кого было, я отмечала, я вам об этом писала, говорила, проверьте обхват шеи. Но на будущее, может быть, кто-то вяжет потом, будет, да, потом вязать по этим видео. Вот на будущее, пожалуйста, следите за обхватом шеи.
бройлерные, вот девочки пишут, какие-то бройлерные шеи, не знаю, может быть, вы как-то обхват головы измеряли, я даже не знаю. Шея не может быть 50, поэтому проверяем. Третье, что я хотела сказать, это если вы вдруг вяжете резинку 2 на 2, то вы обращайте внимание на количество петель. В общее количество петель у вас должна поместиться резинка без остатка. Если это какой-то узор идет дальше, предположим, там, не знаю, какой-то рельефный узор, где чередование лицевых и изнаночных, он имеет свой раппорт, посчитайте, помещается ли ваш раппорт в общее количество петель полочек и спинки. Бывало так, что резинка 2 на 2, а вы набираете какое-то количество петель, которое, ну вот, там где-то одна петля, она будет где-то у вас болтаться ни туда, ни сюда. Значит, если так случилось, что у вас раппорт не помещается, ничего страшного, вы подстраиваетесь под этот раппорт и добавляете необходимое количество петель для полочек и для спинки. Если у вас будет там разница в 1-2 петельки, ничего страшного. Главное, чтобы у нас красиво лежал узор. Резинку 2 на 2 проверяем. У кого-то я проверяла, у кого-то нет, потому что ну, просто писала, да, проверьте 2 на 2 резинку, потому что некоторые значения, и вот видите, как у меня с математикой плохо, да, как я сегодня вот это считала, я просто боялась ошибиться, поэтому писала, проверьте резинку 2 на 2, чтобы поместился раппорт. Я боялась, что я вас еще больше запутаю, еще сама неправильно посчитаю, это будет просто ужас. И вообще, кстати, заранее хочу предупредить, что я не считаю конкретно с калькулятором ваши все расчеты. Я слежу за ходом мысли, я слежу, откуда вы какие значения берете, куда их подставляете. То есть советую вам еще потом с калькулятором все пересчитать. Мы не на уроке математики, и я ваши примеры решать и проверять не буду, правильно ли вы там прибавили или убавили. Я смотрю на логику вашу. Девочки мне так пишут, вы сегодня такая красивая, очень красивая, классно выглядишь, свитер чудесный, белый цвет тебе идет, спасибо большое, девочки, большое вам спасибо, мне очень приятно. Я какую бы вещь ни надевала, мне часто пишут, вам идет синий, вам идет зеленый, вам идет белый. Мне очень радостно, что, как оказалось, мне идут практически все цвета. Синий, говорят, очень мне идет, хотя я его не очень люблю. Так, дальше. Серьги красивые, ты супер. Спасибо, девочки, просто меня обсыпали комплиментами. Мне, кстати, сегодня медсестра по брекетам, она тоже сделала мне комплимент, сказала, что у меня красивые серьги, и сказала, что я очень оригинально одеваюсь. Меня тоже это так порадовало. Всегда красотка, спасибо. Итак, четвертый вопрос, который мне задавали, может быть, 2-3 человека, но я считаю, что этот вопрос очень важный, потому что я думаю, я должна прокомментировать то, что я немножечко делаю неправильно, я вас немножечко неправильно учу. Сейчас объясню. Возьму сантиметровую ленту, потому что, мне кажется, если кто-то опытный посмотрит, он обязательно скажет, что ой, а ведь это неправильно, и я должна это прокомментировать. Почему же неправильно? Смотрите, по поводу, как измерять V-образный вырез. Я вам говорила, да, что вырез круглый мы измеряем от плеча вниз до необходимой высоты. Длину изделия мы измеряем от плеча вниз, перпендикулярно полу. А V-образный вырез, я сказала, что мы измеряем вот так, наискосок. И мне девочки писали, а как наискосок? Ведь оно тогда получается, ну, длиннее, да, если измерять ровно или измерять наискосок. Я хочу просто прокомментировать. Если мы будем измерять ровно, то нам V-образный вырез сложно будет понять, где его заканчивать. V-образный вырез у нас идет вот по такой ровной линии, поэтому, ну, в принципе, правильно измерять вот так ровненько. Но ровненько измерять сложно, потому что тяжело понять, где же там его закончить. Поэтому я просто беру и нагло измеряю его вот так вот неправильно, наискосок, чтобы четко понять, где вы хотите, чтобы он у вас закончился. В принципе, сильно это не будет влиять на высоту этого выреза. У нас еще ж потом будет обвязка. Обвязка немножечко уменьшит это все, поэтому не переживайте. Да, вы по диагонали измеряете его гораздо больше, но при расчетах мы не учитываем высоту планки. И в итоге плюс-минус оно получится как надо. То есть то, что я измеряю по диагонали неправильно, я в курсе. Но вот я хочу прокомментировать, что так будет точнее понять,
где вы хотите его расположить. То же самое касается и реглана. Реглан мы тоже измеряем наискосок, однако сама вот эта длина проймы, да, она тоже должна измеряться по прямой. То есть просто не обращаем внимания, как удобно измеряем, все равно в итоге будет обвязка и будет все хорошо. Мы тебя очень любим, спасибо. Это по поводу сережек, да, почему они разные. Я люблю разные серьги, я вот себе их вышила и с удовольствием ношу. У меня много разных серег, и мне это, наоборот, очень нравится. Да, это так задумано. У меня такое чувство, что в вашей школе я перешла из начальных классов в старшеклассники. У меня тоже такие ощущения. Прикольно, девочки. Что за пряжа на белом свитере? Здесь огромное количество пряжи. Здесь и шерсть, и мохер, и полушерсть. Я взяла одинаковые по цвету разные ниточки. У меня были остатки и связала себе вот такой целый свитер. Остатков у меня было там грамм по 200-300. В итоге вышел такой свитер. И пятое, что я хотела вам самое важное сказать, мне кажется, мало кто дойдет до этого момента, но я очень вот по поводу планок и по поводу всего остального очень настаиваю послушать. Пятый пункт, который я заметила и который, я считаю, является некой проблемой в наших интенсивах. Многие девочки берут фасон, который максимально отдален от того, что вяжу я и что рассказываю я. Я рассказываю V-образный вырез, планку мы вяжем потом, в самом конце. У меня это лицевая гладь, либо какой-то просто простой узор, без накрутов, без разных узоров, как на этом свитере. И многие девочки берут то, что хочется им, но оно очень сильно отличается от того, что объясняю я. То есть они вяжут планку сразу, они вяжут разное количество узоров, они вяжут сужение в талии, кто-то вяжет сужение в талии. Если вы опытная вязальщица, если вы опытный мастер, если вы это делаете, эти расчеты просто на раз-два, если вы много раз участвовали в моих интенсивах, то хорошо, вы можете взять свой фасон, я же всегда говорю, вы вяжите тот кардиган, который хотите. Вы можете взять свой фасон и делать расчеты уже исходя из того, что я рассказывала вам в предыдущих интенсивах. Отлично, как правило, у меня с такими девочками проблем не бывает. Они сами себе все посчитали, я проверила, все четко, все красиво, все понятно, идеально. Но, к сожалению, такие фасоны, которые максимально отдалены от того, что рассказываю я, берут совсем неопытные девочки, которые только начинают вязать, у которых это первое какое-то крупное изделие. И у меня к вам большая просьба. Девочки, если вам сложно вязать планку сразу, если у вас возникает целая куча вопросов, вот прям сразу же вы начинаете что-то делать и понимаете, что я это не объяснила, а вы не знаете, как это делать, а я не объяснила это, потому что оно не входит в рамки нашего интенсива, и вы начинаете сами что-то пытаться сделать, вы ждете ответа от меня, вы начинаете в чате писать, что делать, подскажите, вы, скорее всего, смотрите какие-то другие видео других мастеров, я в этом уверена. И у вас начинается паника, что вы хотите такой-то кардиган, но он у вас не получается, хотя я же говорила, берите любой фасон. Так вот, я вам советую, если вы новенькая, не берите что-то свое, вяжите пока в интенсиве для того, чтобы научиться, вяжите, как говорю я. Если я говорю, что планку в конце, значит вяжите в планку в конце, не придумывайте новое. Вам будет сложнее разобраться, еще и помимо того, что рассказываю я, вам будет сложно разобраться еще и с тем, что вы там себе придумали. Поэтому в интенсиве лучше обучаться тому, что рассказываю я. Вот если я говорю, делаем так, значит делаем так. Если вдруг вы хотите, например, тоже было у меня такое, какой-то другой узор, вы нашли его в интернете, схемы нет, вы начинаете мне писать и ждете, пока я найду для вас эту схему. Но тогда не берите схему, которая, вернее, узор схемы которой, да, которого нет.
Не берите, потому что вы будете пол интенсива искать эту схему, вы будете переживать, ждать от меня какой-то реакции, а у меня тоже нет какой-то книги, в которой есть все схемы в мире. Я точно так же сажусь, открываю Google и начинаю искать эту схему, либо пытаться разобраться по картинке. Но одно дело, когда я сама, сидя дома, разбираюсь по картинке и вижу 1000 образцов, ну не 1000, да, я преувеличиваю, и вижу много образцов, чтобы понять, как этот узор вяжется. Другое дело, когда вы живете совсем в другом городе, мы с вами не можем встретиться, и я не могу вот так вот полностью передать вам свой опыт и свои знания, я не могу на пальцах рассказать, как я подбираю эту схему, как я вяжу эти узоры, как я сижу и думаю каждую петельку, как она провязана. Это очень сложно, поэтому если получается найти схему, хорошо, но если нет схемы и вы пол интенсива будете ждать, пока я сама попытаюсь вам как-то ее разобрать, не ждите. Вяжите простым узором или найдите подходящий, какой-то похожий узор. Вот это, мне кажется, проблема. То же самое, видите, с планкой. Вы сейчас у меня многие спрашиваете, как посчитать дырочки для планки, потому что вы хотите вязать планку сразу. Вот если вы вяжете планку сразу, тогда, значит, у вас должна быть уверенность в себе, что вы сами сможете все посчитать. Если у вас уверенности нет, и вы ждете, что я в первую неделю буду рассказывать планку, отходя от нашего плана, и когда девочки, например, ждут карман, а я рассказываю планку, которую я еще буду все равно рассказывать, то тогда, ну, не стоит так вязать, потому что мы все-таки ориентируемся на мой фасон, на тот фасон, который задумала я в интенсиве. И если вы не знаете, как рассчитать дырочки для планки, тогда не вяжите эту планку сразу, свяжите ее со мной на 3-й неделе, и на 3-й неделе я расскажу, как сделать эти дырочки. Вот, короче, такая система. Еще раз подведу итог. Если вы опытный мастер и можете сами все посчитать, вы берете свой фасон и вяжете его, делаете расчеты самостоятельно. Если вы новенькая начинающая вязальщица и вы не вязали какие-то крупные вещи, не придумывайте свое, берите то, что даю я, и вяжите то, чему я обучаю. Потом после интенсива у вас уже будет большое количество знаний, вы уже и планку будете знать, тогда, значит, после интенсива вы сможете связать что-то свое, исходя из тех знаний, которые я дала. Вот это моя очень важная просьба. Я очень много времени сегодня потратила на то, чтобы вам объяснить, девочкам объяснить какие-то моменты, которые я не планирую объяснять в этом интенсиве. Но они взяли какие-то свои там некоторые особенности в фасоне и ждут от меня, что я им это буду объяснять. Вот мы работаем в рамках того кардигана, который я задумала. Я могу что-то на словах рассказать, я могу подсказать, я могу ответить да, нет. То есть вы можете меня спросить, правильно я понимаю, что так-то, так-то, так-то нужно делать? Я могу сказать да, правильно, но занимать огромное количество времени какими-то еще дополнительными объяснениями я не могу, потому что у меня много учениц, и все ждут от меня какого-то ответа. Так, все, читаю, что вы пишете, и прощаемся. Каким номером спиц связали белый свитер? Девочки, я не вспомню сейчас, ну правда, это было уже... когда это было, я даже не вспомню, когда это было, не помню, девочки, ну правда, ну может быть 6 миллиметров, а может и 5,5, не знаю. Все, что я вяжу, я не запоминаю, у меня, конечно, есть расчеты, все записано, но вот так вот, чтобы вспомнить, каким номером, не знаю. Берите, вяжите свои образцы, все узоры, которые вы хотите, разными диаметрами спиц, и подбирайте их под себя. Саша, скажите, можно итальянский набор делать на спицах 2,5, если основное полотно на 3? Наверное, будет и не сильно стянуто, и не сильно свободно. Да, вы выбираете сами, без проблем. Вы можете даже на 3 мм сделать набор и связать полую резинку, тоже будет нормально. Саша, спасибо, я вяжу с планкой, пришлось много нового посчитать, разобралась капитально, хотя же уже вязала сразу с планкой. Ну, Ян, вот ты относишься, я считаю, вот комментарий девочки, ты относишься к тем моим ученицам, которые давно со мной, которые уже набрались огромного опыта, и ты сама лично можешь что-то посчитать и вставить в наш фасон что-то свое. Я уверена в том, что ты сама в этом разберешься, но те, кто первый раз, те, кто новенькие, все-таки советую вязать то, что даю я. Я считаю, что надо на обучение брать простой узор, чтобы не сложно, не отвлекаться от расчетов. Верно, я тоже так считаю. Саша, на своем опыте
посоветуйте, пожалуйста, какая длина лучше на длинный кардиган. Мечусь между 80 и 90. Вы можете... Вообще это зависит от роста вашего. Я не знаю ваш рост и вашу фигуру, но вы можете связать 80 или даже 85. И я вам хочу сказать, что со временем в процессе носки все кардиганы такой длины, они немножко вытягиваются. И вначале вы будете носить 80, а в итоге со временем у вас кардиган вытянется до 90. Поэтому если хотите 90, можно вязать, наверное, 85. И как бы и не то, и не сё будет. Вот, да, правильно пишет девочка, это зависит от роста и особенностей фигуры, да. Раньше не брала узоры, любила гладь и думала, не разберусь с узором, кардиган вязать. Это ведь не платье все-таки, но сейчас многому научилась, взяв узоры, и зато будет отличаться изделие. Это Яна вот как раз то самое пишет, правильно, потому что у тебя уже есть опыт. Так, спасибо, все отлично, домашнее задание, давайте я скажу, я заговорилась уже. Вы правы, спасибо, было все понятно, отлично. Вы вязали что-нибудь из твида? Нет, из бобинного не вязала и из моточного не вязала вроде бы, но из бобинного точно нет. Если домашка сделана, начинать вязать можно? Да, вы не ждите моей проверки, если вы в себе уверены, вы можете начинать вязать. Наше третье домашнее задание – это начало вязания спинки или полочек, не имеет значения, что хотите, то и начинаете вязать. Мне надо, чтобы вы скинули начало вашего вязания. Это может быть кусочек, это может быть уже какое-то прям большое такое полотно, это может быть уже готовая полочка до выреза. То есть мне нужно, чтобы вы скинули фотографию вашей детали. Чуть-чуть провязанной или сильно, неважно. Я должна увидеть, что работа началась. Это будет домашним заданием. Скинуть его нужно до 16 марта, это у нас понедельник. То есть у вас есть остаток этой недели и вся следующая неделя. Начали немножко вязать, сразу сфотографировали, скинули фотографию. Или если вы уже сейчас много провязали, значит скидываете много и готово. Просто одна фотография. Про карман он будет внутренний, да, про карман будем завтра вязать, завтра покажу. Да, спасибо, но это все благодаря тебе, кто лучший учитель, Саша, спасибо. Так, все было понятно, супер, все, девочки, прощаемся, час 20 я проболтала, завтра вяжем карман, я еще также посмотрю, какие-то, может быть, у вас будут новые проблемные места, которые мы завтра с вами рассмотрим. Все, до завтра, прямой эфир в 20:00 завтра, кстати, девочки, завтра четверг, я же обещала вам провести дневной эфир, да? Вот думаю, проводить или нет, потому что все девочки, которые смогут его посмотреть, они уже, наверное, спят. Ну ладно, может быть, в пятницу проведем, да? Возможно, в пятницу. Все, пока, до завтра. Завтра вечером будет эфир. Спасибо, что были со мной. Жду ваши домашки.